Я первый раз в жизни заказал такой бургер и не знаю, как его есть. Это вегетарианский бургер, что самое интересное. Вот, а говорят, что вегетарианцам нечего есть. Просто надо знать правильные места. Всем привет, друзья! В своем предыдущем видео о моем путешествии по Европе я показал вам Прагу, очередной город, который навсегда останется в моей памяти. После Праги на автобусе компании Flixbus я отправился в Нюрнберг. Это было мое первое путешествие в Германию, и в этот раз я выделил на него всего лишь пару дней. Я не снял про этот город много видео, но все же что-то мне вам показать удастся. Помимо Нюрнберга я рассматривал другие города Германии, как, например, Дрезден, Мюнхен или Берлин, но все же выбрал Нюрнберг, так как он находился на пути в Швейцарию, следующая страна, которую я хотел посетить. Кроме того, я заранее разместил примерные маршруты и даты своей поездки на сайте Couchsurfing с просьбой у местных жителей принять меня у себя и показать город. И в Нюрнберге нашелся очень гостеприимный каучсерфер по имени Дик, который пригласил меня к себе на эти 2 дня. Когда я сообщил ему время своего прибытия на автобусную станцию, он даже предложил встретить меня. Было уже темно, когда я приехал, и в этот день мы прогулялись пешком до его дома через центр города, а затем Императорский замок. Это один из самых важных замков Священной Римской империи, самая старая часть которого относится к 1200 году. Он сыграл огромную роль как в истории города, так и всей немецкой нации. Дик жил прямо через дорогу от этого замка в двухкомнатной квартире. Одну из комнат он выделил мне, и я мог с балкона видеть этот замок. Утром Дик приготовил традиционный немецкий завтрак, и позавтракав мы отправились смотреть достопримечательности. Нюрнберг – это город почти с тысячелетней историей, город игрушек, пряников, баварских колбасок, а также интересных достопримечательностей. Нюрнберг является вторым по численности населения после Мюнхена. В нем проживает почти 500 000 жителей, чего, кстати, я никак не почувствовал на себе. Нюрнберг является одним из самых экономически развитых Германии и входит в топ-25 городов мира с самым высоким уровнем жизни. Дик тоже согласился с этим и сказал, что сейчас экономическая обстановка в стране одна из лучших за последние годы. Метро в Нюрнберге управляется автоматически и не имеет водителей, поэтому есть возможность встать прямо около окна и почувствовать себя машинистом поезда. Это супер круто. Так, вчера, очутившись первый раз в Германии и в Нюрнберге, прогулявшись по нему ночью, я ощутил, что я нахожусь не в 21 веке, а несколько веков назад, потому что, приехав после шумной Праги и туристической, я попал в город, где не так много людей и туристов. Город, окруженный стеной. И вот сегодня, гуляя по городу, мы пришли в музей, который находится немного за центром города, за стеной, который называется Музей der Stadt Nürnberg. И, не знаю, в Нюрнберге много музеев, так как я ограничен во времени. Мой каучсерфер посоветовал мне именно посетить этот музей. Он рассказывает и показывает историю Германии. Вот сейчас я нахожусь на площади, которая была выбрана Гитлером для проведения его масштабных парадов. И начиная с 20-х годов ежегодно здесь проходили парады нацистов. И сам Гитлер непосредственно в них принимал участие. И вот здание, которое было построено по подобию Колизея, было тоже построено непосредственно по желанию Гитлера. Вообще все это, здесь большой проект, который так и не был завершен. Частично что-то было построено, что-то нет.
В общем, сам музей мне очень понравился. Там можно выбрать русский язык, чтобы глубже понять историю. И как вообще, я не знаю, очень сейчас трудно в себе представить, что все это происходило менее 100 лет назад, что буквально 80 лет назад на этой площади было полно нацистов, и они провозглашали Гитлера как просто великого человека, всесторонне развитого, как лидера. И во что это превратилось. Но сейчас все понимают, в том числе германцы, что Гитлер был, как я спросил моего каучсерфера, Дирк мне сказал, что это самый худший человек для нации. Это магазин, в котором продается более 80 видов горчицы. По воскресеньям все магазины в Германии закрыты. Не знаю, как во всей Германии, но в Нюрнберге. Поэтому вовнутрь я зайти не могу, но с витрины можно видеть огромное количество горчицы. Утро. Время 8 утра. Иду весь обвешанный рюкзаками. Иду через крепость. Крепость. Самое главное в Нюрнберге. Мои 2 дня в Нюрнберге прошли очень, конечно, насыщенно, быстро. И Дирк оказался невероятно гостеприимным каучсерфером. Я не знаю, мне, наверное, очень повезло. Мне удалось задать ему очень много вопросов. And people usually buy the houses or rent. О жизни в Германии, обо всем. И поделюсь немножко статистикой, точнее тем, что мне удалось узнать у Дирка. Все это есть, конечно, в интернете, но интереснее всегда послушать от коренного немца, кто живет здесь. Значит, про среднюю пенсию я его спросил. Он сказал, где-то 2000 евро. Но есть и те, кто получают 500 евро. Есть и те, кто получают 6000 евро. Я спросил зарплаты, насколько может рассчитывать человек, который только что закончил университет и не имеет опыта работы. Про это он ответил, что зарплата где-то 2400, может быть, евро. Но после уплаты налогов и страховки это где-то минус 30%, то есть получается где-то 1800 евро. Да, 16% они платят за medical insurance, медицинскую страховку и пенсионные отчисления. Вот. Что еще? Да много чего. Ну вот то, что сейчас процент безработицы всего лишь 5%, то есть 95% населения работают и получают хорошую зарплату, и всем довольны. Ну вот. Еще раз утром взгляну на Нюрнберг и поеду в Швейцарию. Сегодня в город Люцерн, а потом Цюрих. Всем пока, до новых встреч!